Всем привет! Сегодня я приготовлю всеми любимый и, я думаю, известный всему миру торт Наполеон. Вариантов приготовления такого торта множество. Сегодня же я буду готовить очень быстрый, простой и вкуснейший тортик. Без миксера и без духовки. Жарить коржи мы будем на сковороде. Как я это все приготовлю, я сейчас вам покажу. Кстати, плюс такого торта, что настаиваться ему можно в холодильнике примерно часа 2-3, не больше. То есть, если вы утром начнете готовить, вечером вы уже можете угощать своих гостей. Поскольку этот вариант готовится очень быстро, поэтому я начну с крема. Это будет заварной классический крем. Что мне для этого надо? Надо нам будет 3 яйца. Я беру категорию 1С, но можно брать любой вариант. 170 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 60 грамм кукурузного крахмала. Можно заменить картофельный, но все-таки лучше кукурузный. 700 грамм молока и сливочного масла 100 грамм. Итак, приступаем. В сотейник с толстым дном я выливаю яйца, высыпаю весь сахар, также сюда же ванильный сахар и крахмал. Все хорошенечко перемешиваю венчиком. Далее аккуратно вливаю все молоко. Сейчас я хорошо перемешаю до однородной массы и поставлю вариться на медленном огне до загустения. То есть крем должен закипеть и загустеть. Огонь минимальный и постоянно помешиваем. Этот торт, друзья мои, отлично подойдет для тех, у кого нету, например, духовки или в качестве экономии. Этот торт экономит как ваши деньги, так и время. Готовится он с максимально доступных продуктов. Крем я готовлю такой, как готовила мне мама в детстве. Я пробовала много вариантов приготовления, но именно вот этот вот мне нравится больше всего. Итак, я перемешала до однородной массы и ставлю вариться крем на огонь. Итак, друзья, у меня заварился крем. Когда он у меня закипел, он сразу же загустел. Но были еще такие небольшие комочечки. Поэтому я на медленном огне еще уваривала его и вот так вот постоянно перемешивала. Таким образом, все маленькие комочки разошлись. Дальше есть несколько вариантов приготовления этого крема. Можно дать остыть заварной основе и масло комнатной температуры отдельно взбить миксером и добавить в заварную основу. Но мне, если честно, такой вариант не очень сильно нравится. Чувствуется сильно вот это масло. Может, есть риск, что он немножечко отскочит, так сказать. Мне нравится, как готовила моя мама в детстве. Когда я добавляю масло сразу же в горячий крем. То есть я готовлю вот сейчас так же само. Вот так вот. И в очень горячую массу, только сняла с огня, добавляю маслечко и хорошо перемешиваю. Масло растопится в креме. Для меня, как по мне, то этот вариант крема самый наивкуснейший. То есть сейчас я просто еще помешиваю венчиком, вмешиваю масло сливочное, и когда оно растворится, все, отставлю крем в сторону. Можно накрыть пищевой пленкой. В холодильнике я его, конечно же, не ставлю. Просто этот крем будет ждать уже своих коржей, чтобы я его на них намазала. Просто оставляю при комнатной температуре. Все, крем готов. Теперь приступаю к приготовлению коржей. А где торт? Он что, еще не готов? Может, муки поесть? Нет, подожду торт. Коржи к этому Наполеону готовятся очень быстро и очень просто. Для них мне нужно 200 грамм муки и 100 грамм очень холодного сливочного масла. Я его, конечно же, хранила в морозилке. Также, друзья, на этом этапе вам нужно 70 миллилитров воды поставить тоже в морозилку. Ее нужно очень хорошо охладить. Так, масло я натираю на терку сразу же вот сюда в муку.
Можно масло в процессе натирания вот так поворачивать, чтобы оно не таяло в руках. Так, как натерли быстренько, но очень аккуратно, вот так ручечками обмакиваем муку в масло. Масло в муку или муку в масло. В руках оно может таять, а с мукой это уже будет такая красивая, аккуратненькая такая крошечка. Все, долго не нужно. Далее отставляем в сторону муку. Достаем из холодильника очень холодную воду. Посмотрите, как он запотел, стаканчик наш. 70 мл воды. Сейчас я сюда добавлю маленькую щепотку соли. К воде добавляем 1 столовую ложку уксуса. Вот так вот. 1 столовую ложку растительного масла. И разбиваем в воду 1 яйцо. Как вы догадались, я его держала, оно холодное. Оно сразу же из холодильника. Бульк. И вилочкой быстренько вот так вот яйцо размешиваем в стакане. Раз-два. Далее муку. В муке делаем немножечко углубления и выливаем нашу яично-уксусную смесь. Сейчас надо очень быстренько. И аккуратненько, наверное, сначала ложечкой или вилочкой, неважно. Потом руками. Значит так, тесто вымешивать долго не надо, как на любое другое тесто к Наполеону. Просто собираем его в комок. Преимущество такого теста, такого рецепта, я его не буду там часами настаивать в холодильнике. То есть я сейчас сделаю замес теста, далее разделю его на 6 коржей и буду сразу же выпекать. То есть, конечно же, 5 коржей будут ждать в холодильнике, а 1 пойдет сразу же на сковородку. Лучше сразу приготовить какое-нибудь кольцо или крышку примерно диаметром 22 сантиметра. Если у вас крышка, допустим, 20 сантиметров, вообще ничего страшного. Если есть 22, супер. Все, сейчас я немножечко ручечкой вот так вот соберу. Отлично собирается это тесто. Замечательное тесто. Удобное. Все. Тесто собралось, посмотрите, вот, оно даже практически не липнет. Ну, немножечко, но нет. Далее посыпаю поверхность мукой и выкладываю на поверхность стола тесто. Еще чуть-чуть. Все, тесто выкладываю на стол. Буквально несколько движений рукой. И раскатываю тесто. Раскатывать вообще недолго, как вы видите, я даже не сокращаю ничего. Так, все. И, дорогие мои, делю на 6 примерно, приблизительно, максимально ровных частей. Так, все готово. Посмотрите, оно как слоеное получается. Красота. 5 частей отправляются в холодильник. А с одной части мы будем уже делать коржик. Коржик слегка притрушиваю мукой и раскатываю 22 сантиметра примерно. На этом этапе уже можно включить сковородку, разогреваться. Коржи получаются тоненькие. Далее я прикладываю форму 22 диаметра и аккуратненько так ножичком обвожу ее. Из обрезков у нас получится еще 1 или 2 коржа. Один из которых пойдет на крошку. Вуаля! Красивый, аккуратный у нас получился коржик. Переношу корж на сковороду. Она уже разогретая у нас.
Жарить буду примерно 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой. После этого можно еще оставить на 2 минуты с выключенным газом. Так, друзья, накрываю крышечкой и следим. У меня прошло 2 минуты. Я переворачиваю коржик. Посмотрите, он уже стал такой подниматься. Аккуратненько. Опа. Накрываю крышкой. Прошла еще 2 минуты. Я еще раз переворачиваю в исходное состояние коржик. Выключаю газ и накрываю крышкой. И так подержу еще 2 минуты. Накрываю крышкой и засекаю 2 минуты. Итак, друзья, в конвейерном стиле я делаю все коржи. Пока жарится 2-й, 3-й, я раскатываю 4-й. Раскатала примерно, прикладываю. Мало. И можно даже, коржики очень мягкие, вот так вот просто вдавить в форму. И она убирает остатки, обрезки, так сказать. Я уже из обрезков насобирала на 1 корж, а это уже будет 2-й корж с обрезков. Коржики хорошо на огне подходят. Красивые, воздушные. Отлично. Как я вам говорила, у меня вышло 6 коржей и 2 коржа из обрезков. То есть 7-й корж я сделала по форме 22 сантиметра и пожарила. А 8-й корж я уже не буду выдавливать с него форму, потому что он пойдет на обрезки. Поэтому я его буду жарить вот в таком состоянии, в каком я его раскатала. Посмотрите, друзья, какие получаются коржики. Тоненькие, красивые. Хрустящие. Они, знаете, такие полумягкие, полухрустящие. Немножко воздушные. То есть я заканчиваю сейчас 1 корж и вот этот вот, и все. И будем оформлять сразу же торт. Коржи, друзья, супер. Крем супер. На свой день рождения я закажу себе 5 тортов. И 1 салат. Ну что, друзья, начинаем формировать наш торт. На дно посуды я наношу немножечко крема для стабилизации торта. Выкладываю 1-й корж. На него слой крема. Далее я для уверенности, для стабильности, для фиксации буду все-таки собирать торт в кольце. Распределяю крем так, чтобы хватило на все коржи. И начинаем процесс. Крема надо еще немножечко оставить для боков торта. И вот так вот лопаткой просто наносим на каждый слой. Равномерно, примерно по 2-2,5 столовые ложки крема на каждый корж уходит. Крем рассчитан просто идеально, друзья. Коржи хрустящие, воздушная красота. Буквально еще остается 2 столовые ложки крема нам обмазать в конце бока торта. Но это уже я сделаю, когда он настоится в холодильнике. Стабилизироваться он будет примерно 2-3 часа. Друзья, представьте, вот наши гости сказали, что через 2 часа будут уже у нас. Поэтому мы быстренько готовим такой тортик, формируем его, и будет он настаиваться в холодильнике примерно 2,5-3 часа.
Все, посмотрите, какой красивый тортик у нас получился. Я его отправляю в холодильник. Крема осталось совсем немного. Тут столовая, ну где-то столовая с горкой или 1,5 столовые ложки крема. Этого вполне достаточно обмазать, выровнять бока торта. Корж разламываю в крошку. У меня прошло 3 часа. Я достаю торт из холодильника. Достаю его также из формы. Прохожусь ножом по краям формы. Коржи уже, чувствуется, хорошо пропитались. И аккуратненько достаю форму. Кремом прохожусь по бокам торта. Бока и верх торта посыпаю крошкой. Крошки хватило идеально. Ну что, друзья, посмотрите, красота. Давайте пробовать. Посмотрите, друзья, какая прелесть! Пожалуй, это самый вкусный Наполеон, который я когда-либо ела. Я надеюсь, вам понравился рецепт. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я вас всех люблю, целую. До новых встреч!